Закройте на секунду глаза. Или нет, не закрывайте. Просто представьте, будто вы закрыли. Вы видите человека в красном жилете. Он стоит на песке у самой воды, а вода накатывает и уходит, и он заворачивает человека, высадившегося из лодки, в серебристое, шумящее на ветру термопокрывало. Этот кадр – это птица-кадр. Уже много лет летает по всем телевизорам королевства. А теперь посмотрите на цифру, если цифры вообще можно видеть. 979 миллионов евро. Столько получил Красный Крест за один единственный, канувший в небытие 2024 год. А годом раньше, когда дни шли совсем иначе, было и того больше. 1 060 000 000. И вот 11 июня 2026 года в государственном вестнике БОЭ, а БОЭ – это такое специальное бумажное море, где всякое слово становится законом сразу, как напечатается, появляется одна скромная тихая строчка. Правительственный контракт с Красным Крестом продлевается еще на 4 года. Мы привыкли думать, будто эта организация сам символ бескорыстия, будто она соткана из воздуха и милосердия. Сегодня мы посчитаем, во сколько это бескорыстие обходится на самом деле и кто, собственно, бросает монеты в этот красный ящик. Приветствую, я Алекс Макси, вы на канале «Кому что в Испании», где реки текут против собственного течения. Начнем с фасада, с той самой красивой и прозрачной фанеры, в которую верят люди, отчисляющие по 5 евро, например, в месяц, чтобы спасти свой собственный покой. Красный Крест был выдуман и основан 6 июля 1864 года, сразу вслед за швейцарским прототипом господина Анри Дюнана. У них есть 4 принципа, которые каждый ученик и волонтер обязан заучить наизусть. Уманидад – человечность, импарсиалидад – беспристрастность и неутралидад – нейтральность. И что особенно важно для нашего с вами разговора – индепенденция – независимость. Кстати, забавная путаница, которую я заметил, когда листал их бумажные страницы. На собственном сайте организации до сих пор написано «Помогаем нуждающимся уже более 150 лет». Но простая школьная арифметика от 1864 до 2026 дает 162 года, а вовсе не 150. Ну, конечно, мелочь, никакой следователь не придет за эту ошибку, но когда структура, построенная на точности отчетов, путается в собственных годах, это забавный, слегка пыльный штрих. Так вот, индепенденция, независимость означает по их же собственным правилам, что они не служат никакому правительству, а служат только идее. Красиво сказано. А теперь посмотрите, что происходит с этой поэтической независимостью, когда 90 с лишним процентов твоих денег приносит один и тот же человек в строгом министерском костюме. Посмотрим на финансовую структуру так, как смотрят на деревья или на облетающие листья, по документам, а не по ощущениям. Если читать их отчеты, окажется, что главные деньги – это не гроши из кружек и не ваши 5 евро, которые вы платите по подписке, думая, будто кормите скромного юношу в красном жилете. Главные деньги – это субвенции. То есть государственные контракты. Слово «субвенция» почему-то реже пишут на плакатах, чем слово «милосердие». Вот конкретные суммы из вестника БОЭ. Одним росчерком Совета министров Красному Кресту дают 26 миллионов 586 тысяч евро на программы приема. Другим приказом Министерства внутренних дел 1 125 000 евро на Центр содержания иностранцев. И таких строчек в их календарях десятки. А вот и сама механика. Красный Крест – единственное по соглашению с министерством, кто имеет право встречать лодки на берегу. Никакой другой крест, полумесяц туда не допущен. Это монополия. Если говорить прямо, просто монополия, заворачивающая людей в термопокрывало. За каждого зарегистрированного человека организация получает от государства до 208 евро. Тариф, который нигде не выбит на их знаменах, хотя мог бы украсить любое их собрание. Умножьте это на 1000 прибывающих, и вы поймете, как складывается миллиард. Испания тратит на прием нелегальных мигрантов больше 1800 миллионов евро в год, и ровно половина всех этих денег стекается в один красный ящик.
А на охрану границ, на предотвращение тратится всего около 60 миллионов. В 30 раз меньше. На прием тех, кто приплыл, дают в 30 раз больше, чем на то, чтобы они не плыли. Но это отдельная история, а мы вернемся к нашему герою. И государству это невероятно удобно. Штатный чиновник хочет зарплату, пенсию, профсоюз и летний отпуск. А субсидия для некоммерческой организации – это просто строчка в документе. Ее можно стереть или переписать в следующем году. Красный Крест здесь идеальный посредник. Государство получает гибкие руки без всяких обязательств, а организация – вечный, ничем не мутимый денежный поток. Недаром фактчекеры из Ньютрал в 2024 году отдельно выясняли, сколько же из этих денег идет на сам персонал, а сколько на помощь. Зазор между святым образом и бухгалтерской ведомостью оказался слишком велик, чтобы пройти мимо. Но дальше начинает происходить самое странное. Посмотрим, кто же на самом деле работает на этой земле. Вот самая печальная и, если угодно, циничная часть нашей повести. Кто встретит лодку, кто подаст воду, кто впишет имя в журнал. Волонтеры. Люди, которые работают абсолютно бесплатно. В провинции Хаэн, например, по их собственному отчету за 2024 год организация помогла 28 тысячам человек. И сделано это было руками 2268 волонтеров. Ни один из них не получил за это ни монеты. Когда началась война в Украине, я и сам работал волонтером-переводчиком в одной из таких пунктов. Я знаю этот шум, эту усталость и эти бесконечные очереди. Люди действительно помогают от чистого сердца, бесплатно, отдавая последнее время. И именно поэтому то, что происходит дальше, кажется мне особенно диким. Организация, которая только что получила от государства 26,5 миллионов евро одной строчкой в 2024 году, оказалась в суде. Профсоюзы ССОО и УГТ подали на нее в суд за так называемое скрытое массовое увольнение. Штатных работников по всей стране в Мадриде, Астурии, Альмерии выгоняли по одному, по индивидуальным статьям, чтобы не платить компенсации за коллективное увольнение и не советоваться с людьми. Увольняли тех, кто проработал там по 20 лет. Подумайте об этом. Организация, которая экономит на компенсациях своим старым работникам и судится с ними одновременно, забирает миллионные госбюджеты и держится на бесплатном труде тех, кто пришел помогать по зову сердца. Но если вы думаете, что на этом наша история заканчивается, вы ошибаетесь. Посмотрим, кто сидит за штурвалом этого корабля. Раз уж мы залезли в этот ящик с бумагами, спросим, кто же эти люди и сколько они получают. Президент Испанского Красного Креста Мария дель Мар Пахео Хименес. Врач-хириатр, 30 лет пробывшая волонтером. А с апреля 2023 года официальный президент по королевскому указу. По закону о прозрачности крупные организации обязаны показывать зарплаты своего руководства. Слово «обязанность» здесь звучит так же красиво, как слово «независимость». По расследованию независимого блога «Por el Paseo del Vendaval» в 2024 году выплаты высшему руководству, а это 67 человек, составили 4 миллиона 310 тысяч евро. Это в среднем получается по 64 299 евро на человека. Но вот в чем фокус. Организация нигде не показывает, кто именно и сколько получил. Есть только обещанная сумма и средняя арифметическая. Знаете, как в той старой мудрости. Кто-то ест мясо, кто-то ест капусту, но в среднем по отчетам мы все едим голубцы. В ноябре 2024 года один журналист в сетях прямо спросил президента этой организации: а известна ли нам ваша личная зарплата? Ответ потонул в тишине. А тишина – это тот же ответ, просто на какой-то, наверное, другой вопрос. Прямых уголовных дел против руководства нет. И придумывать их не стоит. Но судебные иски профсоюзов показывают, что в разных регионах действуют десятки коллективных договоров. Где-то людям платят меньше законного минимума. Перед нами история не про громкие посадки, а про прозрачность, которая на поверку оказывается обычной мутной водой. Но если вам кажется, что это исключительно испанская история, перенесемся на один далекий остров в Карибском море. У этой схемы есть исторический прецедент, и он куда печальнее. Сразу скажем,
Американский Красный Крест и испанский юридически не связаны. Они не отвечают друг за друга. Но имя одно, принципы одни и привычки, как выясняется, тоже одинаковые. В 2010 году на Гаити происходит страшное землетрясение. Американский Красный Крест собирает $500 миллионов. Они обещают построить 700 новых домов. Спустя 5 лет журналисты из ProPublica и НПР приехали посмотреть на эти дома и выяснили, было построено ровно 6 домов. Не 700, 6. А в отчетах они написали, что обеспечили жильем 130 тысяч человек. Наверное, потому что посчитали раздачу тентов и мелкую денежную помощь на аренду. Схема одна и та же. Колоссальный приход денег под великим гуманитарным именем полностью отключает у общества любые вопросы к эффективности, которые мгновенно задали бы любому другому подрядчику. Но тут вы, конечно, скажете мне, но ведь они же реально помогают. Да, помогают. И было бы глупо и нечестно этого не замечать. Тот же Испанский Крест после страшного наводнения Дана в Валенсии выплатил пострадавшим больше 854 тысяч евро на покупку слуховых аппаратов, очков, инвалидных колясок. И продолжал помогать спустя год. И те 28 тысяч человек в Хаэне, они настоящие, животворящие, получившие реальную помощь. Наше расследование не о том, что Красный Крест – это обман. Оно о том, как устроен этот механизм. О зазоре между образом скромного человека с кружкой для пожертвований и гигантской структурой, которая живет на государственные контракты, судится со своими рабочими и прячет зарплаты директоров за средними цифрами. Что все это значит для нас с вами? То, что наши 5 евро в месяц растворяются в океане государственных субсидий. И реальным хозяином и заказчиком для организации становится не общество и не милосердие, а конкретное министерство, перед которым она и отчитывается. А вопрос, который я хочу вам оставить, прост. Уменьшится ли поток лодок, если государство перестанет платить по 208 евро за каждого прибывшего? Австралия в свое время решила проблему просто и жестко. Они стали отправлять всех прибывших на далекие острова Науру и Манус, запретив им ступать на материк. Лодки плавать перестали. Но цена этого решения – годы проклятий и гуманитарных скандалов. Пошла бы Испания по такому пути? И готовы ли мы сами к такой цене? Сценария 3. Первый. Все останется как есть. Контракт продлен на 4 года, шум утихнет. Второй. Контроль ужесточат под давлением судов. Третий. Монополию заберут и поделят между другими организациями. Давайте подведем сухой остаток, если в этой истории вообще может быть что-то сухое. Мы не нашли прямых краж или криминала. Обвинять людей, которые спасают других, было бы преступлением против правды. Но мы увидели структуру, где слово «независимость» – это просто запись в старой книге, где бесплатный труд тысяч волонтеров держит на себе бренд, пока сама система экономит на компенсациях своим старым работникам. И где история с Гаити напоминает нам, когда организация становится слишком большой, она перестает помещаться в рамки обычного человеческого контроля. Оскар Уайльд когда-то сказал, что куда честнее было бы устранить причину бедности, чем откупаться от нее подачками, которые эту бедность только продлевают. Возможно, дело не в том, хороший Красный Крест или плохой, а в том, что система, созданная лечить болезнь, экономически заинтересована в том, чтобы больной никогда не выздоровел окончательно. Как вы думаете, должны ли они честно писать на своих жилетах, что живут на деньги правительства, а не на пожертвования? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал «Кому что в Испании». Мы смотрим не на цвет флага, а на баланс. С вами был Алекс Макси. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.